Вся человеческая история – это об одном, об эволюции, то есть о развитии. Исконный общечеловеческий драйв, движение к тому, чтобы становиться все более и более и более реальными. И мы двигаемся к реальности по нескольким фундаментальным путям. В древности говорили о 3 главных путях – истина, добро и красота, что означает путь объективного познания мира, который сейчас олицетворяет наука, научная истина, о том, как оно есть, законы природы, закон устройства всего и вся. Красота, путеводная нить, связанная с этим, художники всех областей исследуют этот мир и несут нам весть о мире через произведения. Это нелогичная, метафорическая, объемная, сложная, многомерная весть о том, какова реальность. И, конечно же, то, что олицетворяет словом морали, связанными с ними общечеловеческими ценностями. Есть некая нить, по которой мы движемся, некие лестницы, ведущие нас все дальше и дальше и дальше и дальше. Мы впервые стали понимать, что мы не просто находимся в потоке эволюции, который нас несет, но что мы можем этим потоком управлять. Каждый из нас ищет любви, чтобы расти, пытается найти свою истинную идентичность. К сожалению, наша культура не так уж много знает о понятии «истинная идентичность» или «любовь». Многие люди ищут неправильные пути, и многие страдания в мире являются выражением и отражением неудачных попыток найти счастье и любовь. Обычно мы воспринимаем мир физическими чувствами, обонянием, осязанием. Это заставляет нас думать о том, что мы не сделали вчера. Поэтому мы начинаем беспокоиться о том, что нужно сделать завтра. Так мы живем в кругу сожаления о прошлом и страхом перед будущим. И это делает нас больными. Если взглянуть практически на любую древнюю традицию, они все возникли из того, что мы сейчас называем шаманизмом. В действительности они возникли из понимания, что мы – часть природного мира, который к тому же и разумен. По той или иной причине мы отдаляемся от природы все больше и больше. Природа более не может поддерживать нас, как раньше. Из-за наших действий на грани вымирания оказывается не только человечество, но и весь животный мир. Я бы назвал это лицемерием. Мы проповедуем отказ от вредных привычек, а сами демонстрируем пренебрежение к окружающему миру. Что же мы делаем на самом деле? Мир сталкивается с проблемой перенаселения, ядерных отходов, терроризма, ужасного экономического неравенства, разрушения экологии. Мы сможем взглянуть в глаза всем этим проблемам, только объединив наши усилия как одна человеческая семья. И самое ужасное в этой опасной ситуации то, что религии – один из главных источников разобщения. Они непрестанно враждуют между собой и внутри себя. Сложность духовного развития, духовной эволюции в наше время, как мне видится, во многом, потому что в обществе нет консенсуса. Отсутствует инфраструктура. Она либо умирает, либо в муках рождается какая-то новая структура. Это разговоры о том, как построить систему, в которой бы человек мог эволюционировать. Пространство исполнено игры, оно готово играть с нами в любые игры. Игра в язык, игра в простые правила законодательные. Это можно, это нельзя. В политические системы, игра в виртуозные экономические системы, игра в деньги, игра в брачные отношения, игра в педагогику, спортивные игры. И пошло, и поехало. Да? Любой аспект, какой ни возьми, это все игровой набор с определенным количеством правил,
Выиграв, они получают определенный статус, счет в банке и так далее, и так далее. Все игровые расклады. Несколько лет назад мой коллега со своими партнерами занялся бизнесом. Дела сразу пошли в гору. Через пару лет это был настоящий финансовый успех. Но в течение этих 2 лет 2 из 7 основателей заболели раком, 2 развелись, у одного был нервный срыв. Как так может быть? Что общего мы видим в таких ситуациях? Если мы сосредотачиваемся исключительно на бизнесе и не думаем о семье, здоровье, планете, что происходит? Планета страдает, семья страдает, здоровье страдает. Очевидно, что это не подходит для устойчивого развития. Это не подходит для нашего будущего. Человеческие существа действительно растут и развиваются, но есть 4 или 5 основных областей, в которых они могут расти и развиваться. Есть то, что мы называем состояниями сознания. Это то, каким образом мы подсоединяемся к окончательной реальности, вечному духу, чистой божественности, основе всего сущего. И есть структуры сознания: архаичное, магическое, мифическое, рациональное, плюралистическое. Это то, как мы, по сути, интерпретируем наш относительный мир, а также как истолковываем наши духовные переживания. И состояние и структуры сознания очень важны. Мы можем расти через состояние, мы можем расти через структуры. Для меня самая серьезная и опасная болезнь нашей эры на нашей планете — это голос. Люди не слушают друг друга, не привносят правильную связь и синхронизацию между дыханием тела, скелетом, пространством. Людям нужно знать, что дышать крайне важно. Это помогает иметь здоровый голос. Что такое намерение? Что такое беззвучный звук? Что такое звук до звука? Мы не знаем. Гипноз, транс — мы ничего этого не знаем, потому что не понимаем этого языка. Нам не хватает знаний, чтобы переводить язык этих процессов. Внешний, личностный, проявленный имидж мы нарабатываем благодаря тому, что на нас как-то реагируют. То есть говорят: о, как ты сказал, о, прям ты так рукой сделал, ты такой свободный. Все, и мы начинаем в этом потихонечку застревать и выдавать набор таких ожидаемых реакций, чтобы получать лайки и репосты. А есть моя душа. Может сейчас быть грустно. Могу ли я позволить себе жить душой, может быть, даже не соответствуя ожиданиям или даже шокируя немножко людей вот сегодняшней своей просто будничностью? Мы, люди, если немного постараемся, можем почувствовать в себе, что живем в двойном мире, как называл это поэт Рильке. Один мир материальный, в пространстве и времени, другой нематериальный, над пространством и временем. Мы можем о нем говорить только на языке метафор, но мы также можем ощутить его на себе непосредственно. Попробуйте прямо сейчас, понаблюдайте за собой. Я наблюдаю за собой, как я сижу и разговариваю с вами. Вы тоже можете наблюдать за собой, в какой бы позе ни находились. Мы наблюдаем за собой. И если есть кто-то, кто сейчас наблюдает за тем, как вы наблюдаете за собой, то встаньте за его спиной и понаблюдайте за этим наблюдателем, который наблюдает за первым наблюдателем. Так, без особых усилий, вы будете наблюдать за очередным наблюдателем, пока не обнаружите, что за вами уже некому наблюдать. Это и есть вы настоящий. Мы созданы из звука. Звук — это природа. Звук — это свет, в зависимости от скорости. Звук лежит в основе всех проявлений. Звук можно слышать физически, звук можно чувствовать, вибрации,
внутренний звук, но звук — это еще и тайна. Мы знаем, что с помощью дыхания можно улучшить здоровье, стать сильнее, научиться выдерживать любые состояния, а также делать ум ясным. Из дыхания рождается медитация, из медитации йога, позволяющая телу работать более естественно, без недугов. Далее у нас есть психология и психотерапия, которые показали, что ранние воспоминания имеют значение, а непроработанные паттерны детства могут мешать во взрослой жизни. И что понимание прошлого может улучшить будущее. Это вклад западной, да и всей мировой психологии в эволюцию человеческого вида. А что происходит в социальной жизни? Муж и жена. Сперва они любят друг друга, затем внезапно что-то происходит. Я ненавижу ее голос. Я ненавижу его голос, как он говорит со мной. Это потому, что вы в действительности никогда не слушали друг друга. Вы можете слышать все, что угодно и кого угодно, но слушать, идти глубже, наблюдать — это не просто видеть вещи вокруг себя. Наблюдение ведет к глубокому пониманию другого. Источник всех вещей похож на магнитное поле. Но это и не магнитное поле. Люди могут чувствовать источник. Физики не могут его измерить. При этом он двигает нас. Он двигает Землю, он двигает Вселенную. И если вы в контакте с этим полем, то вам хорошо. Даже колокольный звон подтверждает это. Я считаю, визионерское искусство — это передача визионерского состояния. Это процесс, божественное творение, космос, который работает с нами, посылая нам важные мифические, архетипические послания в наше божественное воображение, как его называет Блейк. Эти послания могут быть лекарством для нашей эволюции. Источник всякого творчества, божественная, великая сила Вселенной или Всемогущего, бесполая, безликая сила света и любви. Мы практикуем искусство как духовный путь. Мы стараемся проводить божественное через искусство, музыку, танец, чтобы чувствовать связь с ним. Когда-то я для себя открыл, еще будучи настоятелем монастыря, Иисус говорил «Царство Божие внутри». И я начал об этом проповедовать сам вон прямо на каждой проповеди. Говорю, что не ищите Бога где-то в небесах, Он внутри, Господь внутри. И одна благочестивая бабушка-прихожанка подходит ко мне и говорит: «Батюшка, ну что вы одно и то же заладили? А вот русские сельские бабушки, они прямые, они батюшке в лоб, прям шелбана дадут попу». Говорит: что вы заладили? Бог-то внутри, да мы снаружи. Через себя мы все открываем и все познаем. С собой мы все соотносим, с собой мы все измеряем. Это ключевая идея философии, потому что она отражает давным-давно наблюдаемый факт, что в основе нашего познания мира отправная точка всего и вся, всей нашей жизни, всех наших измерений – это мы сами. Я есть человеческой ситуацией, человеческим существованием, экзистенциальным измерением жизни или просто я. И с вопрошания о природе «я», с открытия того, что такое «я», с опоры на «я», с открытием истинного «я» начинаются очень многие духовные пути. С 18 лет я размышляю о клинической смерти. Мы все уже знаем паттерн, на котором люди по всему миру говорят о том, что происходит в момент смерти.
Как человек покидает тело, проходит через туннель в другой мир, видит свет, рассматривает всю свою жизнь, встречается с умершими родственниками и друзьями, и как он возвращается абсолютно другим, преображенным. Когда говорят о понятии личности, большинство людей считает, что у них есть личность, и что речь идет о них самих, что есть некое ядро, отделенное от мира и принадлежащее им. Начиная с буддизма, в котором говорят, что личности нет, есть просто агломерат, агрегат, как гранат, состоящий из маленьких кусочков, которые буквально образуют форму, и во время смерти форма распадается обратно на кусочки. Бихевиоризм Скиннера говорит практически о том же, хотя они и не соглашаются ни на одном другом уровне. Фрейд сперва полагал, что внутри каждого человека есть свое «я», а для психических болезней использовался термин «диссоциация», означающий расщепление внутреннего «я». И где-то посередине есть теории, которые просто говорят о том, как улучшить жизнь, а сама теория личности размыта. У Маслоу и Роджерса, да и вообще у гуманистов, нет теории личности. У них есть предположение, что есть некая личность. Ее можно улучшать, развивать. Есть люди, например, Асаджиоли, которые говорят о субличности. Вспомните буддистов. Но Асаджиоли говорит также и о сверхличности, высшем «я», которое человек подпитывает. И множество духовных систем, выходящих за пределы психологии, говорят о том, что есть высшее, лучшее «я», чем «я» есть сейчас. Звук — это невероятно мощный способ ощутить присутствие. Есть много способов это сделать. Тибетцы говорят о пути самоотречения. Ты становишься монахом или монахиней, оставляя все. Или о пути трансформации, где ты берешь что-то и превращаешь во что-то другое, как тень у Юнга. Спонтанное освобождение, как дзогчен в тибетской традиции. И большинство духовных путей из категории трансформации, где ты трансформируешь тьму, тень или трудности, переворачиваешь их, используешь материал, из которого можешь сделать что-то позитивное. Я думаю, я говорю, я наблюдаю, я все воспринимаю, я исследую. Есть весь другой мир, объекты, предметы, живые существа, другие люди, но это не я. И есть глубинное измерение и я, и не я, которое называется основополагающее, или сущностное, или духовное, или божественное измерение. То есть я, есть не я, есть Бог. Если это идет, как сейчас говорят, от сердца, если ты чувствуешь, что так правильно, что то, что ты делаешь, хорошо для другого и никому не приносит вреда, что это провозглашает жизнь, что это хорошо для другого так же, как и для меня самого, это поддерживает нашу совместность. Эго — это всего лишь больное «я». Больное, потому что оно забыло себя, свою самость. И больное, потому что, как только оно забывает себя, оно начинает бояться. Маленькое «я» среди миллионов и миллионов других «я» опасается, что другие «я» его обойдут, отчего оно становится жестким, конкурирующим, жадным. Процесс исцеления в том, чтобы встряхнуть эго в моменте. Ты не то маленькое эго, ты большое «я», моя самость. Помните себя. Живите, осознавая, что мы все едины. Мы не практикуем дыхание. Мы не пытаемся уничтожить кристаллы в наших суставах. Они становятся сухими, они становятся липкими. Когда люди практикуют подобные техники, они начинают постепенно чувствовать, как важно развивать осознанность того, кто есть «я» внутри. Концентрируйтесь на себе, концентрируйтесь на костях. Так вы сможете найти себя.
Когда я открыт любой новой встрече, любой новой теории, любой новой возможности, любому новому пространству, то тогда я с этой бесконечностью в резонансе, я пульсирую, я живу. И раз – расширение. Вот тут я ухожу, и у меня блаженство медитативности. Почему? Потому что я доверился незнакомому контексту. Или молитвами Джима Керри ты говоришь всему «да», или ты просто гражданин «нет», и тогда всему пульсирующему, текущему ты ставишь барьер. И в виде финансового не результата жизнь тебе говорит: во, на твое «нет», пожалуйста, я тебе тоже говорю «нет». И любовь говорит «нет» тогда. То есть или принцип «да», и я взаимодействую, пробую. Ну, подошло, не подошло, ну пробуй, иди там. Или принцип «нет». Когда я утром просыпаюсь и не хочется жить, опять нужно идти сюда, сколько забот, муж такой, ребенок такой, босс такой и так далее. Нужно зарабатывать деньги, которые я трачу на еду. Круг правил моей жизни, он не воодушевляет меня к продолжению жизни. И человек притягивает определенные схемы, объясняющие эту модель мира, да? Может быть, возможно, надорвать это кольцо и войти в другой контекст правил, поместить в силовое поле осознанности, увидеть, из каких ингредиентов такой сценарий обнимает меня. Может быть, можно переписать сценарий? Да, у нас есть проблемы, но ведь это процессы. Идея очень проста. О, у меня болит живот. Нет, у меня в животе процесс. Огромная разница. Оба способа мышления хороши, но если воспринимать это как процесс, от этого будет больше пользы. Я был очень удивлен, обнаружив себя за такими занятиями, как песнопение и медитация, потому что в то время считал, что религия — это опиум для народа. Я не мог понять, почему у них были такие эффективные практики, и почему я получаю от них пользу. Те практики оказали психологический и терапевтический эффект на мое сердце, щедро одаривая меня инсайтами и состояниями сознания, которые способствовали моему психологическому и духовному развитию. Я был очень религиозным ребенком. Я был единственным в семье, кто ходил в церковь, единственным. Я был алтарником в епископской церкви. Мое чтение наводило меня на многие мысли. Я стал в уме собирать каталог способов, как люди растут и развиваются. Я написал более 25 книг, и люди всегда спрашивали, как ты находишь время для всех этих книг? А я отвечал, не надо искать время, надо брать время, создавать время. Ключ к самокоучингу – дисциплина. Под дисциплиной я не имею в виду заставление себя. Я не могу заставить себя делать то, чего не хочу, но у меня хорошо получается заставить себя захотеть сделать то, что для меня хорошо. В этом вся суть, правильно? Дисциплина означает заставить себя захотеть сделать то, что хорошо для тебя и для мира. Работа с потоком из высшего источника или духовного источника — это часть намерения, с которым работают многие художники. Я думаю, искусство как духовная практика немного отличается от искусства как чистого самовыражения. Нам важно понять суть внутренней работы. 3 главные практики, которые я делаю в себе, для себя, внутри себя, которые имеют тысячи совершенных форм. Первая практика, связанная с дифференциацией, с развлечением, все большими и большими оттенками, все большими и большими воспринимаемыми диапазонами и шкалами. Но если у меня есть, скажем, 30, 200, 1000 оттенков восприятия внутри себя,
то тогда у меня появляется 1000 оттенков восприятия других людей, восприятия предметов, восприятия мира, восприятия систем, восприятия духовности. Почему? Да потому что я воспринимаю все через себя. Если у меня этого нету, то этого нету во всех других измерениях мира, в котором я в контакте. Любая работа начинается с развлечения. И по сути, когда мы занимаемся чем угодно, развиваясь, изучаем предметы, изучаем тему, строим новые проекты, на глубинном уровне мы выстраиваем различающие шкалы. Все, что ограничивает нас, может стать направлением ускоренной эволюции. Вторая главная практика персонального измерения, которую каждый из нас делает в мире своего «я», это практика все большего и большего объединения. Развитие человека зависит ровным образом от того, в насколько глубоком контакте мы находимся с собой. То есть прямая связь. Наше развитие зависит от глубины этого контакта. Прообразом вот этой древней практики контакта с собой, конечно, является древняя шаманская практика. Объединение с миром, практика шаманского экстаза. Ну и третья фундаментальная практика, которую мы делаем в персональном измерении, это выход за пределы ума. Потому что ум, мысли, концепции, понятия образуют вот ту клетку и ту рамку, в которой мы все живем. И существует универсальная практика медитации. Отрешенность от собственных мыслей. Понимание, что ты не есть твои мысли, у тебя просто есть мысли. Эти мысли делают тебя той личностью, которой ты являешься, и это открывает высшую идентичность за пределами всех мыслей. Это лежит в основе Адвайта Веданты или буддийских практик. Катарсис. Люди переживают катарсис от того, что узнают себя. Они идут на драматические постановки, о чем писал Аристотель, и начинают плакать, и это очищает их, расширяет их. Они переживают трагедии и сложности, которые резонируют с их собственной жизнью. Из того, что я вижу, и то, что уже давно для себя открыли суфии, в Индии, в Турции, это похоже на карма-йогу. То, что индийцы называют карма-йога. Если человек честно трудится, обеспечивает себя, обеспечивает семью, помогает другим людям, то он занимается духовной практикой. Йога – это не то, что тебя дисциплинирует. Йога учит тебя, как делать что-то снова и снова, и снова, и снова. На Западе ошибка. Ой, я не буду больше этого делать. В йоге же попробуй еще раз. Сделай это снова. Для нашей культуры это сверхъестественно. Педагоги должны понимать разницу между «не делай так» и «сделай это снова». Препятствие, которое я нахожу в людях наиболее часто и которое можно довольно легко устранить, это их собственное непринятие себя. Мы растем в культуре, которая поощряет быть одной формой и не поощряет быть другой. Поощряет определенные уровни силы и не поощряет другие уровни силы. Поэтому мы вырастаем в необходимости демонстрировать свою адекватность, вместо того, чтобы вырастать адекватными и изучать наши различия. И в этом смысле, если ты себя любишь, то когда появляется что-то полезное, естественно, ты хочешь это себе. Один из вопросов, который люди себе задают, заслуживаю ли я этого? Помню, я работал с компанией, которая объявила, что будет поглощать другую компанию. Ее представитель сказал, первое, что мы сделаем, это повысим на 50% зарплату сотни лучших топ-менеджеров. Я подумал, о, щедрый шаг. Представитель сказал, что в течение следующего года половина топ-менеджеров уволилась. Я спросил, как, почему? Он сказал, те, кто чувствовали себя недостойными, ушли. Остальные работали, пока не доросли до ощущения, что они достойны этой зарплаты. Кроме практик, у нас есть еще помощники, ускорители эволюции. Одного
простого факта принятия себя, устойчиво принятия себя, любви к себе, неосуждения себя оказывается достаточно для того, чтобы превратить все тормозящие тенденции, работающие в человеческом измерении, в движение эволюции, в развитие. Это уникальный специфический катализатор, открытый буддистами для персонального измерения. Есть два универсальных. Первый катализатор – это правда. Если у меня нет честности в отношении с собою, в персональном измерении, то нигде я правду больше не найду. Если я лгу себе, если я заблуждаюсь в отношении себя, то в силу вместе рожденности человека и мира все будет множиться, двоиться, и ложь я буду видеть в других людях, ложь я буду видеть в мире, ложь я буду видеть в духе, в учителях. Нигде, никогда я больше не найду правды. Второй универсальный катализатор – обратная связь. Этот контакт должен быть живой, я постоянно должен посылать и принимать, все меняется. И вот формой такого отношения к жизни является игровая реальность, мир как игра. То есть это означает живое, легкое, танцующее, импровизационное восприятие себя прежде всего, свободное от фиксации, схем, моделей, гибкое, открытое, всегда и везде. И постоянная обратная связь. 3 закона главных эволюции и 3 главных катализатора – это самое основное, что нам нужно практиковать для того, чтобы успешно развиваться. Нет ничего более важного в человеческой драматургии, чем воодушевленность процессом взаимодействия, процессом жизни. Воодушевленность. Человек может иметь все, что угодно. Вот все, что он пожелает. Нет воодушевленности к жизни. И все бессмысленно. И игра дарит именно эту искру. Азарт, воодушевленность процессом взаимодействия, взаимопроникновения, рождения нового творческого акта. Все познается в игре. Необязательность – это легкость, это добровольность участия в процессе жизни. Меня никто не гонит плетьми жить. Я сам хочу. Преуспеть можно в самых разных практиках. Если есть намерение и качественные отношения, то ритуал эффективно проявляет их в практике. Первым делом намерение, вторым отношения, третьим ритуал. Ритуал – это действие, придающее намерению и отношениям материальную форму. И тогда ритуал превращается в таблетку, становится плацебо. Но только если за ним стоит намерение. Есть намерение к исцелению и есть отношения. Потому что во всех исследованиях плацебо доказано, что ключевую роль в исцелении играет то, кто предлагает плацебо. Мы ведем мощную статистику рождений. Фактически, когда мы регрессируем в рождение, мы переживаем 4 основных матрицы. Я называю их перинатальными матрицами. Каждая из них имеет особые эмоции, особые физические ощущения, и они имеют тесную связь с ритуальной духовной жизнью. В первой матрице мы все еще в утробе, до начала родов. Архетип рая. Переход из первой во вторую матрицу, начало родов, ассоциируется с потерянным раем. Во второй матрице очень много страданий, эмоциональных, физических. У нас чувство, что это никогда не закончится или что мы никогда не выберемся из этой ситуации. Затем в третьей матрице мы все еще страдаем, но у нас появляется чувство, что выход возможен. Страдание с надеждой, близкое понятию чистилище, переживаемое как очищающий огонь. Переход из третьей в четвертую матрицу фактически переживается как смерть и возрождение. Когда мы появляемся на свет, этот свет имеет для нас, как сказал Юнг, нуминозное качество. Мы ощущаем его сакральность, попадаем в сакральное царство. Таким образом, мы как бы воссоединяемся с нашей духовной основой. Это архетип богоявления или психодуховной смерти и возрождения. Боже мой, недавно ушел из жизни мальчик 6 лет от роду.
Перед его смертью отец громко плакал: «Мой мальчик умрет». Вдруг мальчик повернул к нему голову и сказал, и это были его последние слова: «Зачем ты так убиваешься? Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, я тут же приду». Есть в нас что-то такое, что ориентировано на процесс, а не только на фиксированные состояния. Мы должны начать очень внимательно рассматривать те ограничения, которые накладывает на нас отношения с другими людьми. Смысл эволюционный наших отношений с другими людьми состоит в том, чтобы обогатиться, расширить наше знание о реальности через отдачу себя и вбирание мира других людей. Семья как форма, в которой живет большинство людей, это тоже форма сущностного общения людей. Это место, где мы можем быть максимально открытыми ко всем. Это место, где мы учимся с самого рождения всему, и где мы максимально открыты, и через который мы максимально открыты миру. Мы могли бы сказать, что семья – это изначальная форма эволюционной практики для каждого из нас. Люди в практикующих сообществах начинают спорить, у кого самое сильное сатори, у кого самое настоящее просветление, кто наиболее просветлен, тот больше просветлен, чем этот. Это просто смешно. Судзуки Раши сказал как-то: «Хватит сравнивать сатори, перестаньте». Еще говорят, так себя просветленные не ведут, так не ругаются. По такому критерию можно отсеять очень много святых и мистиков. Знаете ли, многие великие люди очень плохие мальчики и девочки в общепринятом смысле. Думаю, тут пригодится иерархия моральных ценностей Колберга. Есть доконвенциональная мораль, конвенциональная и постконвенциональная. И, конечно, Иисус был очень плохим мальчиком. Переворачивал столы в храме, нарушал общественный покой. Мы все наполовину женщины, наполовину мужчины. Различные времена требуют различных источников питания. Мы узнали, что есть третья сила, соединяющая нас, через которую может произойти нечто большее, чем каждый из нас мог помыслить отдельно. Когда же такой любовью соединено целое сообщество, мы можем строить храмы. Мы во взаимосвязи со всеми этими мирами, с объективным миром, который исследует наука, с межсубъектным миром, который исследует мораль, с эстетическим миром красоты и искусства. Все это измерения и области, которые мы тоже хотим учитывать. Поэтому, если мы начнем складывать все это вместе, мы увидим, что есть способы проснуться, вырасти, проявиться во всех этих областях. Тогда, возможно, впервые в истории человечества мы сможем иметь поистине всеохватную картину человека. И она не исключает такие вещи, как просветление и пробуждение, окончательную реализацию, истину, вечный дух, радикальную божественность, что, по сути, является нашим глубинным, подлинным «Я». Дружба – один из великих даров жизни. На протяжении многих веков мудрецы подчеркивали, как важны хорошие друзья. Обычно мы думаем о дружбе как о чем-то веселом, что нас услаждает. Но дружба также может быть источником глубинного познания, откровения и взаимного роста. Поэтому вопрос в том, как нам преобразовать дружбу в эффективный инструмент и среду для нашего развития. Одна из важных черт для современного человека, для суфи, научиться смотреть на ситуацию глазами другого человека.
Любой человек знает эту ситуацию. Когда он с кем-то общается, он отстаивает свою точку зрения, защищает ее, готов спорить и так далее. И встать на сторону другого человека считается слабостью. И в результате получается очень жесткая система отношений в политике и в бизнесе, когда не учитывают другого. И вот это достаточно важный навык, который не только в психологии человека и не только влияет на его собственное состояние, то есть он выходит из состояния войны, внешней такой вот с людьми конфликта, кто где какое место занял на парковке, в метро, так встал, не так встал. Потом это начинает осуществляться в жизни человека. Скажем, он становится успешным в бизнесе. Сообщества продвигают свои совместные интересы. Это отличается от чистой конкуренции. Конкуренция не обязательно хороша для другого. Она хороша для того, кто ее выиграет. Ты хороший гражданин своей страны, если ты хороший гражданин всех стран, ибо эта целостность – основа для всего. Вот мне кажется, Иисус об этом говорил. «Я в тебе, там, Отче, ты во мне». Они, мои ученики, в нас. Вот она, вся адвайта в этих простых словах. Просто об этом самом резонансе, когда близость, резонанс настолько глубокий, что как будто бы это то ли мой учитель говорит, то ли это я сам уже был готов это услышать и сам себе говорю через другого. Что бы мы ни делали в течение дня, мы делаем это, осознавая, что каждый встретит Христа. Не только каждый человек, но и каждое животное имеет свое «я», только в форме животного. И каждое растение имеет «я», но в растительной форме. Итак, если мы все вместе как группа, у нас есть общее намерение. Если вы создаете что-то новое, вы не знаете, каков будет конечный результат, поэтому у вас есть скорее направление, чем конечная точка следования. Если мы все сосредоточимся на этом общем направлении, возникнет резонанс, и это означает отношения. Опять же, если это только на когнитивном уровне, насыщенное поле не возникает. Когда же возникает чувство тонкого поля, оно начинает развиваться. Это поле можно научиться поддерживать. Грегори Бейтсон говорит о соединяющем всех узоре. Мы настраиваемся на этот узор, и затем что-то появляется, что-то происходит. На одном из моих процессов, назовем его интервизией, когда ты начинаешь группу, ты еще не чувствуешь ее цельности. Есть ты, я, тот человек, этот, но в какой-то момент ты и я пропадают, остается мы. В каждом языке на планете есть слово «мы». И «мы» не означает «я» плюс ты, плюс ты, плюс ты, правильно? Именно «мы» — это что-то, что включает в себя, но и превосходит, как сказал бы Кен Уилбер. Работа и есть игра, или если работа не превращена в игру, то мы лишаем себя той самой воодушевленности жизнью. Исчезает разделение на игру и работу. И люди, играя, уже зарабатывают все необходимые средства для поддержания себя. И формируется новый тип человека будущего, нацеленного на коммуникативность. Он не выживает иначе. Взаимосвязанность, коммуникативность. Вместе мы можем совершать великие дела. Каждая традиция говорит о том, что если вы хотите развить в себе какое-либо ценное качество, будьте с теми, у кого оно есть. Первое, что мы можем сделать, посмотреть на тех людей, которые воплощают качество, которое мы хотим культивировать. Мы должны проводить с ними столько времени, сколько можем. Второе — брать обязательства в отношениях, чтобы учиться и расти. Одна из самых полезных вещей, о которых мне известно для трансформации дружбы и особенно близких партнерских отношений, это брать обязательства и разделять общую договоренность в том, что мы будем использовать наши отношения ради поддержания роста и развития каждого. И как только у вас будет это взаимное обязательство, тогда отношения приобретают иное качество, иную цель, большую, чем просто наслаждение друг другом. Подводя итог всему этому, мы могли бы
сформулировать 3 основополагающие эволюционные практики для межперсонального или межчеловеческих отношений. И очевидно, что первая, самая главная практика – это быть максимально открытым. Я, наблюдая за собой, смотрю, какие концепции, какие ограничения есть у меня в отношении других людей. И стараюсь максимально, насколько реально, освобождаться от них. Вторая практика стоит в том, что я стараюсь объединяться с другим человеком, с его миром, а он старается объединяться с моим миром. Да, на уровне физическом, на уровне энергетическом, на уровне эмоциональном, на уровне душевном, на уровне духовном. И вот когда я максимально открыт, когда я способен максимально объединяться на всех возможных уровнях, вот тогда я начинаю и понимать, то есть осознавать вот эту совместную реальность, и я лучше осознаю в зеркале себя другого человека. Главной эмоциональной проблемой в межчеловеческих отношениях является гнев, является отвергание другого человека, является считание источника всех моих проблем где-то там среди других людей. И главным лекарством, которое обнаружили буддисты, оказывается, является дружественность. Восприятие всех других людей как братьев, сестер, как друзей прежде всего. Если я культивирую это состояние, этот катализатор, то ненависть, то есть основополагающая, спонтанная сила, действующая в межчеловеческих отношениях, превращается, как говорят буддисты, в зеркалоподобную мудрость. То есть тогда во всех моих отношениях, как в зеркале, я вижу других людей и вижу себя. Ты пришел ко мне в сад и убил всю мою семью. Ты пришел в бар, где сидел я с друзьями, и убил их всех на моих глазах. Люди кричали так громко. Вся моя наука враз исчезла из головы. Я не мог ею воспользоваться. Я знаю о двойных сигналах. Они убивали друг друга. Я мог видеть это прямо в моменте. Я знаю о ролях-призраках. Кто-то говорит о прошлом или о смерти, значит, смерть является призраком прямо сейчас. Я не мог ни за что зацепиться, все мои навыки куда-то делись. В итоге я сказал: «У тебя очень красная кожа». Он посмотрел на меня такими глазами. «Мой доктор», — сказал он, — говорил мне не приходить сюда. У меня такое высокое давление, что я могу умереть. Тогда мужчина на противоположной стороне сказал: «Ты можешь умереть. Я могу умереть. У меня на прошлой неделе был инфаркт. Мой доктор запретил мне приходить сюда тоже. Смерть была ролью-призраком». Очень медленно один мужчина обнял другого, плечо к плечу, и все замолчали. И мы смогли сесть и поговорить. Психология несколько десятилетий назад приняла решение: я хочу быть более научной. Поэтому буду концентрироваться на том, что можно измерить, что поддается статистике. И мы, к сожалению, делая это, ограничили наш взгляд до того, что измеримо. Очень жаль. Ведь так традиционная психология искусственно ограничила свою область изучения. Наука помещает человека в космическое измерение абсолютного субъекта, абсолютного наблюдателя, то есть божественную позицию, для которой весь мир является объектом, весь мир досягаем, весь мир абсолютно наблюдаем и измерим. Научный метод изменялся, обогащался, наука стала не классической, то есть квантово-релятивистской, где возникло много разных способов наблюдения мира, много разных вселенных,
математическая вселенная, физическая вселенная, химическая вселенная, астрономическая вселенная, связанных с разными аспектами взгляда на мир, рассмотрение мира в разных масштабах и с разных перспектив той или иной отдельной науки. И, конечно, возникла закономерная необходимость объединять все эти знания, собрать в единое целое, то есть то, что мы называем системным подходом. Мы развиваем целую новую область психологии, интегрирующую Восток и Запад, психологическое и духовное, созерцательное и психотерапевтическое. Меня вдохновляет Грегори Бейтсон идеей, что можно соединить все эти различные области науки. Лингвистику, психологию, теорию систем, искусственный интеллект и теорию вычислительных систем. И затем сказать, как это все вместе может помочь нам улучшить человеческую жизнь. Например, в НЛП мы смотрим на процесс, структуру, а не на содержание. По содержанию кто-то может чувствовать фрустрацию или злость, или радость. И тогда мы спрашиваем, какова структура радости, как ты ее переживаешь. Я вижу, что мистицизм и наука, они всегда идут рядом, они всегда на фронтире где-то. То есть настоящий ученый всегда говорит, что есть что-то там, чего мы не знаем. Ну да, мы открыли кварк, да, бозон Хиггса, да, подтвердили. Но внутри этого бозона Хиггса же тоже он из чего-то состоит. Значит, есть куда двигаться. И для мистика всегда есть. Мистик и заранее говорит, Бог не познаваем до конца. Мы можем продвигаться, но есть черная материя. Даже вот эта бескрайность всего 4%. А что там находится, мы не знаем. И, собственно говоря, может быть, это и есть Бог. Что оттуда приходит? И мистики говорили, Бога вы никогда не можете познать. Вы в себе отражение можете увидеть его. Да, квантовый ум, процессуальный ум, геопсихология – все эти концепты очень важны для меня, потому что они пытаются соединить науку, психологию и духовность. Я хочу, чтобы внутренняя работа и политика были соединены. Различные дисциплины — это замечательно, они должны развиваться отдельно, углубляться, но нам нужно найти какой-то способ, чтобы они работали также и вместе. Реальность — это коллективное помешательство, как сказал Лили Томлин. Да, пришел постмодернизм, но все эти наши заявления, что нет универсальной истины, нет большой единой картины, правда обусловлена социумом, зависит от контекста. Каждое из этих утверждений предъявлялось как истина для всех людей во всем мире во все времена. Абсолютно универсальная истина, которую нельзя было истолковывать, социально проверять, это истина и точка. Что же стало происходить с появлением интегрального уровня? Появилась перспектива от пятого лица. Она может рефлексировать о четвертом лице, постмодерне. И она может видеть не только их различия, но и то, чего они не видят, то есть вселенные, истины для всех людей. Конечно, она признает, что у людей есть различия, но есть и общее, есть и то, что одинаково для всех. Истина — это целостность. В каком-то смысле все науки о системах и информации показывают, что когда ты развиваешь систему, она должна быть согласованной. И чтобы она выжила, развилась и процветала, нужно следить за согласованностью в ней. Ведь система никогда не находится в изоляции сама по себе. Нет такого понятия, как эволюция. Есть соэволюция. И ты соэволюционируешь со всем вокруг. Все, что не согласовано с тем, что вокруг, по сути вырождается, деградирует.
Итак, если ты делаешь все возможное для своей страны, не думая о других странах, в конечном итоге ты не укрепишь и свою. Если взглянуть на образование, по сути, оно заменяет менее функциональные убеждения более функциональными. Есть ли способ взять мое предположение о чем бы то ни было и использовать его на пользу людям, чтобы они жили более человечную, сострадательную, понимающую, счастливую жизнь? Или иначе, как мы можем сделать мир, в котором живем, если не лучше для всех одни теории, то, по крайней мере, лучше для меня другие теории? И у нас есть эти способы. У нас есть инструменты по работе с сознанием. Из древних духовных традиций, из отношений с растениями силы, и есть современные инструменты, высокие музыкальные технологии. Нам нужно видение, адекватное таинственной божественности, которую мы ощущаем. Это первое. Второе. Наука дала нам средства исследования, познания большего. Потому что сейчас мы еще недостаточно знаем, чтобы действительно понимать, кто мы есть. То есть нам нужно видение, которое можно во всем мире заполнить исследованиями, современными инициативами, исследуя нашу великую человеческую природу, просветление, расширение сознания и так далее. Мы должны улучшить наши практики. 3 вещи – видение, философия, научные исследования, обогащающие его, и практика. И 4, что нам необходимо, это социальная поддержка, культуральная и институциональная поддержка этих практик. У всех традиций есть общие цели, поэтому неудивительно, что у них есть общие практики. Если взглянуть глубже, мы обнаружим, что они культивируют одни и те же качества и способности сердца и ума, которые позволяют нам жить максимально полно, эффективно, радостно и правдиво. Вся история и великие мудрецы признают, что нам действительно нужно культивировать определенные качества, те же 7 способностей. Первое – этическое проживание жизни, то есть благоприятное для других и себя. Второе – эмоциональная трансформация, то есть уменьшение и высвобождение болезненных и разрушительных эмоций, таких как гнев, страх, зависть, и культивирование целительных эмоций, таких как любовь, сострадание и радость. Третье – перенаправление мотивации от одержимости вещами, их приобретением, к таким полезным для всех мотивам, как обучение, вклад и служение. Четвертое – воспитание чувственной осознанности, так как наша способность чувственно ощущать, что происходит в себе и в других, во многом определяется тем, насколько мы можем видеть, что для нас истинно и насколько эффективно мы можем реагировать. И это 5. 6. Культивирование мудрости. Мы развиваемся и понимаем, как отвечать на призывы жизни максимально эффективно. 7. Сочетая все это со служением, мы признаем, что живем не только для себя, но и для пользы других людей. Пусть ваши родители говорят, что вы должны получить бизнес-образование. Но если это делает вас несчастными, в чем смысл? Если вы изучаете в молодом возрасте философию, естественные науки, то в том числе знакомитесь со смертью. Платон сказал, философия — это репетиция смерти, и это правда. По сравнению с трехмерной картой, древней, внутреннее, внешнее и сущностное, божественное, духовное, у нас есть другая карта реальности, которая состоит из внутреннего
межсубъектного множества внутренних миров, объединенных в связи в отношения, объектного, то есть внешнего, единичного, и межобъектного, системного знания. Следующий вопрос, который возникает: ну а где же истина? 3 уровня первого яруса полагают, что существует только их правда, их ценности. Интегральный уровень говорит, что есть некоторая важная, хотя и частично верная для всех истина, что все уровни нужно включать в общую картину человечества, чтобы понять, на что мы способны все вместе, каков наш потенциал. Такого никогда раньше не было. В такое никто раньше не верил. Внезапно те, кто задавал основной вопрос, какая система правильная, а какая неправильная, теперь стали спрашивать, а каким образом они все могут быть правильными. Нет такого ума, который может на 100% ошибаться. Как мы говорим, никто не умен настолько, чтобы постоянно быть неправым. Это стало абсолютно новым подходом к философии, психологии, реальности, социологии, искусству. Этот подход не спрашивает, кто прав, кто не прав. Но что это за вселенная, в которой все это согласуется? Для меня идея синхронизации моего существования — это также идея выхода за пределы существования. Текучесть синхронизации направляет меня туда-сюда, туда-сюда, от точки к точке, растворяясь, интегрируясь со следующей точкой и так далее. Конечно, я сам занимаюсь множеством дисциплин. Я занимаюсь выставками, костюмами, театром, танцами, терапией, готовкой, выращиванием растений, овощей. Люблю свой лук, люблю своих коров и свиней. Я не делаю между всем этим разницы. Ухаживание за свиньей — это тоже искусство. Для меня. Мы имеем множественные способности. Просто нужно решать и понимать, что мне нужно делать прямо сейчас. Как я могу преображать? Потому что преображение постоянно. Как я могу трансформировать существование ежедневно, чтобы идти к следующей точке? Очень ускоряет процесс эволюции, когда есть кто-то, кто может подсказать. Такой человек, такой мастер может просто спасти жизнь. Есть замечательная история про человека, который стал задыхаться. Вот был некий человек, он жил в Нью-Йорке, и вот он стал задыхаться, и лицо его было красным, и он ходил ко всем врачам, его прослушивали, пускали в томограф и так далее. Говорили, мы не знаем, в чем дело. Но в конце концов он пришел к какому-то потрясающему академику. И академик сказал, я честно вам говорю, не знаю, какая болезнь, но осталось полгода. И человек подумал, ну отлично, полгода, значит, пойду-ка я куплю себе хорошую одежду. Приходит к портному и говорит, мне, пожалуйста, рубашечку, у меня 38-й, значит, размер шеи, вот. А портной померил, говорит, да нет, извините, у вас не 38-й, а 44-й. Да как, я всю жизнь покупаю 38-й размер рубашки. Портной говорит, нет, извините, если бы вы покупали 38-й, у вас бы глаза выкатывались, и лицо было бы красное, вы бы задыхались бы и умерли. Иногда вот нам нужен вот этот портной. Учитель, наставник, опытный человек, человек в телогрейке с сигареткой, который говорит, не, вот там надо повернуть его налево. Понимаете, иногда вот так это бывает. Не обязательно он должен быть в расшитых золотом одеяниях, в золотых тапках с загнутыми носами. Иногда это может быть кто-то очень простой. И для этого надо иметь в себе состояние ученика.
У каждого из нас есть связь с различными мировыми традициями передачи мудрости, которые мы тщательно изучали на протяжении жизни. Одна из сил, лежащих в основе всех мировых религий, — это творчество. Мы бы не знали ни одну мировую традицию передачи мудрости, если бы они ее не проявляли в великолепной космологической литературе, в храмах, скульптуре, картинах. Если бы искусство было вашей религией, вы бы были в контакте с древнейшим искусством тех же пещерных рисунков, самым началом живописи. Все художественные выражения включают в себя все мировые религии. Самым важным напоминанием этого истинного «Я» является тишина. Причина, по которой мы склонны забывать, кто мы есть на самом деле, это все те же отвлечения, которые нас окружают. И, конечно, тишина означает гораздо больше, чем просто выключить шум. Тишина означает успокоить себя внутри. Это возможно сделать даже когда вокруг очень громко. Как вода, если ее не мутить, оседает и становится чистой, прозрачной, так и тишина, которую мы культивируем внутри, делает нас чистыми и прозрачными, позволяя увидеть, кто мы есть на самом деле. А истина стоит в том, чтобы быть в центре и избегать крайности. Крайность состоит в том, что я принимаю только какую-то одну точку зрения ученых или точку зрения знатоков внутреннего мира в качестве главной, отправной. Нагарджуна сказал, все правы. И вот тетралема Нагарджуны, Махаяна, как серединный путь, введенный им, недаром ее называют вторым Буддой в истории буддизма, говорит о том, что самый быстрый путь к реализации – это серединный путь. То есть практика серединного пути, практика серфинга реальности в центре, в равновесии, великое динамическое равновесие на гребне волны – важнейшая практика эволюционеров, то есть тех людей, которые заинтересованы в интенсивном развитии. Мы должны встраивать маленькие моменты остановки в нашу повседневность. Обычно проще всего такую остановку устраивать в начале каждого нового занятия. Например, утром, когда проснулись, можно взять себе в привычку, до того, как открыли глаза, услышав будильник, остановиться на мгновение. И этого достаточно, чтобы понять, сегодня мне дан новый день жизни. И мы пойдем в этот новый день с абсолютно новым отношением, потому что мы получили этот день для своей жизни. Мы не просто спешим в него. Итак, перед каждым занятием можно останавливаться на секунду и, вернувшись домой, закрывая дверь, слыша поворот замка, как напоминание об остановке. Нужно понимать, что если ты делаешь что-то, что приносит вред другим живым существам или окружающей среде, ты приносишь вред самому себе. Тогда это нуждается в преображении. Чтобы мы жили как совместимые, согласованные организмы, не разрушающие окружающий мир, то есть не убивая и не сокращая шансы для жизни. Живи так, как другим было бы тоже хорошо жить. Об этом этическом принципе я часто говорю. Есть некоторые практики, которым я особенно благодарен. Например, спорт и фитнес. Мне 87 лет, я хожу пешком 6 километров в день, делаю то, что делаю, ежедневно практикую медитацию. Говоря о самих практиках, особенно о медитации, должен сказать, она видоизменяется. Практики видоизменяются.
Это одна из великих тайн созерцательного мира. Если ты практикуешь регулярно, твоя практика эволюционирует. То есть медитация со временем дает больше и больше осознанности. Волны моего мозга изменились за какие-то полминуты, и я уже другой человек. Я сижу по-другому, я не зажата так или так. Мои плечи, все тело изменилось. Я сделала всего один выдох 3 раза. Я обнаружил кое-что в собственном процессе, что меня очень радует. Потому что я знал себя в 17, 18, 20, 25 лет. Вплоть до 30 лет я постоянно был в депрессии. Я никогда не позволял себе говорить о себе. Я никогда не говорил, как сейчас. И вот я понял, что наслаждаюсь от того, что останавливаюсь, улыбаюсь, слушаю тишину и затем могу слушать вас. Я могу взаимодействовать с вами более органично. Раньше это было невозможно. Мои кости расслабленные, у меня все еще много проблем. Вы не представляете, как сложно художнику выживать. Но я думаю, надежность моих костей дает мне большую безопасность. И это определенного рода счастье. И это практика. Для этого нужна постоянная практика, причем самые обычные ежедневные действия. Мне кажется, каждого из нас тянет к идеальному. И хотя мы можем не быть с этим в контакте, у всех нас есть внутренняя тяга к более глубокому пониманию себя. Она принимает различные формы у разных людей. То, что для меня сейчас естественно, сперва нужно было понять и максимально изучить. Эту возможность пробуждения, различных состояний сознания, инсайтов, которые помогают нам осознать нашу истинную идентичность, кто мы есть на самом деле и кем мы способны стать. А где же я за пределами игр? Где я такой, каким я могу обозначить себя до игр? Где я такой, который ни во что не играет? И тогда ты, естественно, притягиваешь эти изумительные схемы, которые касаются и систем кашмирского шиваизма, и адвайта-веданты, и буддийских систем, пустоты, полноты, да, ты обнаруживаешь турию или состояние недвойственности, вне разделения на «я» и «ты», того, кто смотрит, и того, на что смотрит. Ты возвращаешься в то самое утробное состояние, где ты был един со Вселенной. Да, и ты обнаруживаешь тот свет, который светится из тебя этой удивительной потенцией, та самая пустота, с которой ты начал. Для современных искателей, современных эволюционеров одинаково важны поиск реальности себя, реальности внутреннего мира, познание себя, реальности отношений с другими людьми, что самое главное здесь, и как отношения могут использоваться максимально эффективно для реализации, а также знание современной науки, системного подхода, который помогает нам становиться все более и более и более реальным, но также сокровенное знание практики равновесия, знание серединного пути, который помогает нам избегать крайностей. Мы можем утверждать, что есть сакральное измерение, которое всегда было и всегда будет, и мы ищем ее метаморфозы.
Нам нужны новые способы представлять Бога, не отдельные способы, но способ создания объединяющей силы. Сейчас я чувствую, как стучит мое сердце, а сейчас переключаюсь на свою парасимпатическую систему. Я чувствую сосуды. Видите, мы все можем учиться, как быть чувствительным к собственным откровениям. Поэтому вы прослеживаете это, видите различные наборы атрибутов, в которых находите четкую линию развития через целое царство живых существ на нашей планете. Это же можно делать с коммуникационными способностями между живыми существами, амебами, птицами, обезьянами, людьми. И мы можем культивировать наши способности к общению. Божественное можно видеть во всем. Анри Бергсон сказал, Вселенная — это машина для создания богов. Иногда мы разочаровываемся, то есть выходим из-под влияния, а может быть теряем контакт с этой магической силой. Мы можем и восстановить с ней связь через звук, попадая под очарование вновь. Нам нужно звучать. Как и про что, это уже вопрос для каждого. Я понял, что структуры не портят общей картины, что есть другие измерения, другие аспекты человеческого бытия. И один из них не просто расти, но пробуждаться. Это просветление, пробуждение, осознанность, сознание, любовь, творчество, высшая идентичность, единство с высшим духом. И приводит к этому в большинстве случаев то, что называют обетом Бодхисаттвы. Я стремлюсь к просветлению максимально быстро, чтобы помочь пробудиться всем остальным. Во многом страдания и тревога в жизни проистекают из непроработанного опыта рождения. Надо поменять практику родов. В идеале я бы создал особую среду для беременных женщин. Я думаю, дешевле было бы отправлять их в горные пансионаты с идеальными условиями для плода, чем вынуждать их летать на самолетах в шумной цивилизации. Вы открыты, как солнце, всему разнообразию музыки, различных культур, планет, возможностей, звуков, исцелений. Дайте голосу практики, звуки, песни, песнопения, которые позволят голосу путешествовать. Голос — это наша праническая возможность путешествовать. Наверное, все самые главные наши проблемы связаны с тем, что мы ограничиваем себя, что мы утратили связь с бесконечностью. То есть мы должны понять, как работает наше восприятие, и начать освобождать его от тех клеток, в которые мы живем. Но это возможно только через внимательное исследование и самоисследование, с привлечением всех знаний, которые открыло человечество на пути ко все большей и большей реальности. Ведь говорил же когда-то Уильям Блейк, если бы двери восприятия были очищены, все предстало бы перед нами, как оно есть, бесконечно. Это таинственное поле, которое невозможно увидеть, чувство Земли и атмосфера, место, включающее в себя все другие места и части. Если быть с ним в контакте, вы можете лучше поддерживать группы и индивидуальные сессии. Позволять этому двигать тобою, иначе будет чувство, будто чего-то не хватает. Чего не хватает? Чего? Этого. Практически всегда этого. Позволять, чтобы тобою двигало то, чего нельзя потрогать. Путь вперед не только зависит от сверхтехнологий, но и от нашей связи с самим собой. Поймайте эту тенденцию и используйте технологию. Я не против технологий, но их надо использовать, чтобы продвигать развитие гармонии высокого уровня единства.
Не обязательно возвращаться к примитивному образу жизни у воды на деревьях, хотя это тоже способствует здоровью, но мы можем использовать современный образ жизни, чтобы выражать эту гармонию или единство. Мы можем жить как более развитое человеческое существо, и если так жить, быть большей частью нашего единства, позитивного элемента, то это будет нашим вкладом в эволюцию всего космоса. Послание художников очень мощное, личное. Оно выражено через их произведения, которые привлекают других людей, побуждая их к собственному самовыражению. Искусство развивает сознание. Это видно повсюду, когда художники съезжаются в целые деревни. Их творчество становится изобильным, выходит за пределы полов. Всем в жизни нужно искусство, культура. Места, лишенные культуры, обычно находятся в упадке. Мудрость — это глубокое откровение и понимание как себя, так и центральных экзистенциальных вопросов жизни. Тех вопросов, которые мы все задаем просто в силу того, что мы люди. Вопросы смысла и цели, как относиться к страданиям, к другим людям. Плюс способность отвечать на эти вопросы. Отвечать умело и благожелательно. Я думаю, переход от мужской ориентации нашего общества к искомому равновесию, во многом благодаря женской активности, значительно поможет нашей планете. Людям нужна целостная картина мира. Без общего видения люди погибнут, как сказал один из величайших пророков. Нам нужна единая концепция, философия, которая способствует развитию мира. Нам нужно включить научные исследования. И это отдельная тема, ведь есть разные типы исследований. В-третьих, нам нужно продолжать развивать наши практики. И в-четвертых, надо продолжать экспериментировать с социальными структурами, которые поддерживают все вышеперечисленное. И человек взрывается пониманием, что он больше, чем то, каким он себя видел на протяжении всей жизни. Оказывается, я большой. Оказывается, я разный. Оказывается, во мне спит потенциал всей Вселенной. Оказывается, во мне спит грандиозный художник. Каким бы делом я ни занимался, я через это дело могу транслировать свою целостность. И нет ничего более фундаментального, чем обнаружить эту целостность и интегрировать ее в любой аспект того, чем я занимаюсь. Если я домохозяйка, я могу использовать драматургию домохозяйки для того, чтобы тренировать свою целостность. На мой взгляд, это самое важное, что мы обнаружили. Способность любить друг друга в масштабе всей планеты. Просто несколько слов. Пробудиться, любить, служить или делать свой вклад и наслаждаться. Пой. У тебя есть голос. Ты можешь петь. Если ты двигаешься, ты можешь танцевать. Я верю в это. Другое дело, и мы не успеем об этом сейчас поговорить. Веришь ли ты в свою веру? Важно, верим ли мы в способность менять реальность, или мы можем верить во что угодно, и это все равно ничего не значит. Я только что что-то понял. Я самый лучший. Я совершенно великолепный. И этому нужна поддержка. Делай свое дело, развивай что-то новое. Может, процессуальная работа будет развиваться благодаря тебе. Пожалуйста, действуй. Каждый вырастает и покидает отчий дом. Иди и расти. Я думаю, это очень важно. И затем в определенное время твоей жизни, когда будешь готов, попробуй обернуться и увидеть во всех людях своих сестер и братьев, свою мать, своего сына. Мы одна семья. Потому что если ты сможешь сделать так, ты принесешь мир на нашу планету. Величайшая задача нашего времени
достичь единства и гармонии всей человеческой семьи, каждого ее члена. Идите к другим людям и посмотрите, какое отношение вы к ним питаете. Например, пригласите людей из других традиций, чтобы вместе петь. Спросите, что они любят. Может, они захотят сыграть в футбол с вами. Если бы мусульмане, христиане и иудеи играли вместе в футбол, наш мир был бы совершенно другим. Или пойте вместе, музицируйте. На этом уровне межрелигиозный диалог имеет огромные шансы, если мы это осознаем и сделаем.